Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Меня в комментариях просили записать инсектоидов, и поэтому я сегодня буду пробовать целенаправленно их записывать. Это где-то моя уже пятая, десятая, либо миллионная попытка их записать. И честно говоря, я до сих пор не понимаю, в чем их сила, в чем их прикол, потому что есть множество сборок, которые намного проще играются и намного эффективнее, нежели эти инсектоиды. Давайте по ходу дела будем разбираться, почему так и почему я говорю, что инсектоиды, как по мне, так себе. Вот смотрите. Есть, допустим, та же самая Empress Light и цветы, которые от дубликатов, естественно, появляется еще одна фигура. И с этих дубликатов, возможно, будет появляться инсектоид. Честно, я играл и так, и почему-то, у меня не получалось адекватно реализовать именно инсектоидов. Не знаю, вот не шло мне, не прокачан у меня скилл, либо что, не знаю, короче. Либо же подбор фигур я неправильно делаю. То есть, я сейчас покажу... Вот, я просто играю на инсектоидах. Вот, все, рандомная катка. Не знаю, какая это попытка миллионная. Целенаправленно буду пытаться собирать этих инсектоидов. Все мои ошибки и тому подобное, ребят, вы, соответственно, в комментариях мне, если что, поправите, как лучше через них сыграть и тому подобное. Но я же все-таки выражу свое мнение по поводу этой сборки. Вот по ходу дела этой катки. Вот давайте будем смотреть, наслаждаться и как бы играть от того, что приходит. Что я планирую в целом сделать в текущей игре? Во-первых, я буду брать АЭМа, я буду брать Орка-жреца, я буду брать Орка-варлока. И все, в принципе. Вот такой вот набор фигур мне нужен. Мне нужны предметы третьего тира, то есть мне нужно вот это сердце, мать насекомое. Но тоже, я это мать насекомое это возьму. Я-то закину в какую-то либо фигуру, окей, то есть, допустим, в АЭМа, да, я хочу через АЭМа попробовать сыграть, я закину в АЭМа это сердце. И, наверное, кстати, я через двустрик начну играть. Вот что-то как-то мне хочется через двустрик начать играть. Острый нарочи возьму. Острый нарочи имба. Можно было бы, конечно, попробовать через гоблинов мехов, чтобы получить халявные роллы, но это такое, знаете, 50 на 50, придет или не придет. О, чувака, луна в двойку. Или зак в двойку. Да, чувствую, мне придется играть через лустрик. Надеюсь, конечно, мне вот этот чел с пандой придет в первую очередь. Чтобы я просто потом выставил жрецов и не парился за счет того, что я потеряю кучу хп. Вот. Стартовать для игры на инсектоидов, я думаю, лучше всего по дефолту. То есть это гоблины-мехи, для того, чтобы получить халявные роллы, такой сильный довольно-таки баф гоблинов. Можно бои-орки, можно охотники. То есть, в принципе, даже охотники будут намного приятнее билд, потому что там как минимум есть королева пауков в виде охотника, поэтому вы можете ее брать. Можно через зверей стартануть, потому что там есть змейка. Вот, кстати, лустрик сейчас буду ставить. Вот, и из-за того, что там есть змейка, как бы, естественно, лучше всего попробовать, конечно же, сыграть через зверей, либо же через охотников. У чуваков 2 луны в двойку, понял, принял. Игра будет легкой. В скобках легкой. Не знаю, конечно, попробую еще как-то, вот так как-то сыграть. Может, так получше будет. Неизвестно, конечно. Вот, буду брать АЭМа, буду брать предмет мать насекомое. Предмет мать насекомое, что она дает? Она делает любую фигуру, в которую вы закинете этот предмет, наследником инсектоида. Просто ни одну фигуру не задушил. Просто ни одну фигуру не задушил. Этот тренд меня бесит. Я более чем уверен, что в ближайшем патче этого тренда понерфит, и он больше не будет настолько жесткой фигурой. Вот, уверяю вас, 100% такое будет. Вот гадалки не ходите сейчас, я буду вместо гадалки и скажу вам в действительности вот такие вот вещи, что в скором времени будет нерф этого тренда. Потому что тренд это на самом деле, что в единицу, что в двойку так душит. Особенно в двойку. А если в тройку собрали, вы это все забейте, там у чувака будет винстрик 100%, потому что эту фигуру невозможно будет вынести от слова совсем. Так вот, я буду брать АЭМа, буду закидывать в него мать насекомое. Но он станет наследником инсектоида. Но это не дает вам гарантию о том, что вам будет выпадать АЭМ. Это не дает вам гарантию о том, что вам выпадет АЭМ. Вот не дает и все. Жестко, да, вам может упасть как Никс, так Скорпион, так Змейка, поэтому если вы будете брать несколько этих сердец, то вы расширяете пул наследников инсектоида вот этого. То есть у вас изначально 4 наследника инсектоида.
2-3 предмета закидываете, все, у вас 7 наследников инсектоида. И чтобы вы понимали, когда умирает этот дубликат, то появится, знаете что? Рандомная фигура из всех тех наследников инсектоида, которые у вас есть они в целом в пуле. То есть, допустим, я делаю себе Эма, Орка-жреца и Варлока. Кто-то скажет, не, ну это балансно, типа, ну, рандомная фигура выпадет, это было бы дисбалансно, если бы у тебя сразу выпадала та фигура, которая тебе надо. Честно, есть такой персонаж, как АМ, и у инсектоидов есть баг. Все фигуры, которые перерождаются в инсектоидов, почему-то находятся с маной, ну, кроме Эма. Я имею в виду сейчас Бруда. У Бруды убрали ману, теперь у нее только обычный откат способности и все. И этот паучок, когда перерождается и появляется эта паучиха, почему-то у нее появляется мана. А в мету, когда АМ разваливает «Будь здоров», ну, я думаю, тут даже говорить не о чем. Было у меня несколько стримов, где я показывал, что просто беру АМ в двоечку, ставлю охотников, выпадает мне мантия, закидывает мантию в АМ, и он просто разрывает все на свете, что есть. Ну, такое было, это, ну, не знаю. Я не люблю инсектоидов из-за их рандома. Это то же самое, что вы играете на шамана. Только тут, ну, ситуация, наверное, даже похуже будет. Чем больше наследников инсектоида, тем больше рандом. То есть, вот, допустим, да, как я сказал, 3 сердца вы берете, 3 сердца ставите, дубликаты поставили, все дела, там, та-та-та, и окей. И когда этот дубликат умрет, один из 7 этих фигур, ну ладно, давайте, чтобы вас не путать, один из 5. Вот я ВМа закинул, теперь у меня 5 наследников инсектоида. 4 дефолтных и еще один АМ добавочный. И рандомно выпадет один из этих фигур. И самое жесткое, когда падает Никс. Вот, не знаю, Никс, наверное, это самый бесполезный предмет. Да, предмет, блин. Этот. Самая бесполезная фигура. Это, блинский. Не знаю почему, но мне Никс не особо нравится. Да, у него там хороший контроль, возвратка, все дела, но извините меня, это того не стоит, как по мне. Это того не стоит. Да, он вернет урон, да, он там, что он сделает еще, застанет, и все, как бы. Стан там, да, действительно долгий, но скажу честно, самая полезная фигура в инсектоидах, которая может переродиться, это змейка. Змейка, которая перевоплотится в 3-го уровня. То есть выпадет 3-звездочная змейка. Это самая полезная фигура из всех инсектоидов, которые там на тот момент есть. То есть Бруда 50-50. Никс бесполезен, Скорпион 50-50, потому что как бы стан, как бы урон, но это бесполезная фигура, как по мне. Ну, вот. Знаете, я рассчитывал, что я хотя бы немножко хп сэкономлю, но судя по всему, я буду получать по full прайсу. Вот у меня будет сегодня, скорее всего, full прайс на все лицо. Буду получать я по full прайсу. Ну, ничего страшного. Главное терпение. Главное терпение. Инсектоиды они такие, либо же вы через винстрик играете, у вас все замечательно, и вы сможете перестроиться в хороших инсектоидов, либо же нет. Ну, то же самое, вот кто-то напишет, да ты неправильно будешь играть, вот через, допустим, я не хочу играть через цвет сейчас, потому что цвета 5 нет, и кто-то напишет, это ошибка. Отчасти я соглашусь, что это ошибка. Но меня цветы от рандома не уберегут. Да, они идеально сочетаются с инсектоидами, потому что есть дубликаты, есть все такое, а цветы дублируют еще фигуры из-за того, что есть. Короче, я думаю, это и так понятно, тут даже не о чем говорить. Я надеюсь, что я сейчас... А, нет, бов я не должен откиснуть, все замечательно. Так вот, кто-то напишет, что если играть через не цвет, то это ошибка. Ну тоже, ребят. Через цвет еще попробуй поиграй. Много надо для того, чтобы играть чисто через цвет. Плюс нужны дубликаты. Если дубликаты, естественно, не падают, то сами понимаете, что может быть. А дубликаты должны падать. И тоже цветы тоже должны падать. Если цветы не падают, то проблема. Проблема в том, что вы можете эту цвету на 25-м там, и больше уровня собрать. Я, кстати, наверное, возьму этот рок. Рок я не просто так взял. Потому что я буду играть через Орка-жреца, либо же через Аэма. А если через Орка-жреца, то, естественно, этот предмет, который мне упал, Рок войны, он идеально мне подходит. Так вот. Но там вы не играете как бы через инсектоидов. Да, вы можете их добавочную синергию сделать. Вот через, когда вы через цвет будете играть. Добавочную синергию вы делаете.
все, ну, типа, кто-то скажет, это замечательно, все прекрасно, будь здоров, грубо говоря. Но я скажу другое. Когда вы играете через цвету, вы играете через мипа. Мипа это вот эта кошечка за 3 монетки. И в основном урон наносит она. Да, кто-то скажет, что типа, ну, польза все равно есть, мало ли кто-то переродится из инсектоидов, из дубликатов и тому подобное. Отчасти я тоже здесь соглашусь. Но это сложно, и есть билды намного проще. Поэтому играть через инсектоидов это только в том случае, если вам идут цветы. Причем две цветы. То есть одна за 3 монетки и одна за 5 монет. Легендарная фигура. Почему с легендарной фигурой? Потому что каждый ваш дубликат будет иметь предметы. О, вот чела Эма уже нашел, все. Сейчас взрывать начнет меня. Ну ничего страшного. Пусть взрывает. В любом случае, у меня до сих пор ни одного инсектоида не упало. То есть уже 12 раунд, 13 и ни на одного инсектоида. Ни одного. Ну, жизненная жиза. Мне не особо нравятся инсектоиды из-за того, что есть намного темповые сборочки, на которых в действительности полегче играть. Чисто из-за того, что в действительности на них легче играть, как бы зачем париться, когда можно не париться. Правильно? Может, не парясь, собирать тех же самых троллей ведьмаков. И шансов выиграть у вас будет намного больше. Даже шаманы через волшебников намного больше шансов дают выиграть, нежели вот играть через инсектоидов целенаправленно. У инсектоидов из-за того, что нет предметов, сложно. В действительности сложно, нелегко, сложно. И когда вы играете через цветку, то вы играете через мипаря и, соответственно, ей предметы закидываете. И там, на самом деле, вы можете даже не искать, мать, насекомое, а просто играть через этого мипаря. Прыгать всем на лица через нее. Все. Вам больше ничего не надо. Я сейчас, кстати, 7 взял. Я на 7 уровне буду ролиться, наверное. Или на 8. Сейчас посмотрим, короче. Либо на 8 я буду ролиться, либо на 7. То есть одно из двух. Не побеждаю, проигрывай. Бабка души. Души. Души, бабка. Души, говорю. Фух. Я на мгновение подумал, что сейчас будет все очень плохо. Я думал, что я сейчас свой винстрик проиграю. Ух ты. Не, ну АМ не надо. АМ не надо по-любому. Да, знаете, я, наверное, все-таки буду брать 8. Сейчас объясню, почему я буду брать 8. Во-первых, шанс на фиолетовую фигуру у меня будет 15%. Это первый момент. Второй момент. Есть 1% шанс, что ко мне придет Орок Варлок. Это Орок чернокнижник, вдруг кто не понимает, что такое Варлок. Варлок это, если что, по-английски чернокнижник. По-моему, да, все правильно. Чернокнижник это Варлок. Поэтому Орк Варлок, если придет, то будет все хорошо, все прекрасно. Желательно 2, чтобы оно пришло. Вот, кстати, у меня сейчас АМ есть, я буду через него играть. Все-таки АМ это мета этого патча, и скипать его это ошибка, как по мне. Поэтому, ребят, не скипайте АМ, берите, используйте его как саппорта, как доп. Синергию, как, ну, то есть, докидывайте его в свои билды, потому что его нужно использовать. Я, кстати, вот даже победил сейчас, хотя играю через лустрик. Благодаря АМу. Не было по АМу, я уже проиграл. Но благодаря АМу я выиграл. Так вот, я думаю, все поняли, что играя через цвет, конкретно через мипаря, можно спокойно выигрывать, можно спокойно иметь винстрики и тому подобное. Но это игра через мипа, то есть через цветку за 3 монеты. Вдруг кто забыл, что такое мипарь. Вот. Через цветку за 3 монеты я бы играл именно через нее. Я бы не играл через кого-то другого. Вот. Потому что она как... Ну, ее тоже, понимаете, ее нужно собрать. Если она вам не идет, то в двойку она будет слаба влиять. Как минимум, она должна быть в тройку. То есть вы ее собираете в тройку, вы получаете еще одного мипа в тройку. То есть, смотрите, когда вы играете через цвету за 3 монеты, когда вы ее собираете в тройку, у вас появляется дубликат тройка. То есть это прикольно, это круто, но этого мипаря очень сложно собрать. Очень сложно собрать. По крайней мере, я редко когда собирал до 20-го, до 25-го раунда. Но если вы собираете позже 25-го раунда, когда, извините, каждый раунд у вас стоит на счету и на вес золота, каждый ваш выигрыш, каждый проигрыш, то, извините меня, трудно выиграть на мипаре в двойку. И плюс вы докинете инсектоидов, которые тоже рандомно будут падать. Но тоже, если вам выпадет предмет мать насекомое 3-го тира, я бы его не скипал.
Не скипал по той же причине, что вы мипаря будете апать. И это будет самая дорогая у вас фигура. И когда вы закинете мать насекомое в эту фигуру, то вы получите максимальный буст. То есть она будет самой дорогой фигурой у вас. И, соответственно, когда ваш дубликат будет умирать чей-то, то вы имеете живую, самую дорогую фигуру на столе. Сейчас, секунду. Ну, 2 рога это неплохо. Вот. Вы будете иметь на столе самую дорогую живую фигуру. И, соответственно, когда будет умирать дубликат, будет появляться фигура от самой дорогой цены. То есть у вас, допустим, фигура 6 монет стоит на продажу. И инсектоид +1, +2 от этой фигуры будет отталкиваться. То есть, скорее всего, либо +1, либо +2 монетки от цены продажи вашего выжившей фигуры будет появляться. То есть, это, скорее всего, 3-звездочные фигуры у вас будут инсектоидов, но тоже рандомно. Максимально рандомно они будут падать. В данном случае я вот у меня АМ упал, и я хочу попробовать через АМ сыграть. То есть упадет мне мать насекомый, я буду играть, соответственно, через АМ. То есть я закину ему сердце, буду его собирать, он, соответственно, даже в двойку соберется, он уже будет стоить у меня 6 монет. И вот от этих 6 монет будет вся игра отталкиваться. То есть, ну, и его керрить, естественно, тоже буду, потому что пытаться переиграть как-то по-другому, это, как по мне, будет ошибка. То есть я буду собирать ему там предметы керри, там всякие... Хотя, может быть, и не буду. Может быть, я буду просто собирать сейчас сердце. Поднимать насекомое. То есть буду несколько сердец искать и закидывать свои фигуры. Но это мы еще посмотрим. Я не хочу как бы загадывать наперед. Мне бы главное хотя бы сейчас синергию инсектоидов собрать, потому что что-то синергии инсектоидов мне даже и не пахнет рядом. Ее просто нет. Я напомню, у меня 8 уровень. У меня 8 уровень. 1 инсектоид. Может уже пора? Может уже, ну, тайминг подошел, что мне пора с 30 хпшки выжить. На самом деле у меня ситуация максимально плохая. У меня 30 хп, 50 монет 8 уровень и 9 баночек всего лишь. Я за эти 9 баночек, ну, восстановлю хп 20-30 от силы. Если 30, это отлично будет. Если 20, то... Нык-нык-нык. О, вот где мои 2 жреца. Вон где мои 2 жреца. Не сумонь, я тебя молю, не сумонь, не надо. Минус 15. Ну это еще по-божески, это еще по-доброму он мне снес. Я думал, он мне снесет там минус 30. Мипарь, конечно, пришел, но толк от этого мимо. Хускар. Обалдеть. Квапа! Ничего себе. О. Рок войны мне надо оставить, по-любому. Колечко. Я, наверное, в нее оставлю. Там 6 зверей, вот это вот опасно. Дико опасно. Но тоже зачем пытаться... Ого! Ого! Не, но если жрец будет присумонивать с рогом войны АЭМа постоянно, то это будет нереальный импакт. Видели, какая скорость атаки была только что у АЭМа? О, АЭМчик сюда. Сюда, молодой. Так, мне нужен инсектоид, поэтому я сейчас надо поискать его. Но я сильно ролиться не хочу. Не хочу сильно ролиться из-за того, что там сейчас раунд с мобами будет. Хотя, наверное, лучше поролиться. Лучше поролиться или лучше не ролиться? Вот в чем вопрос. Хочется или не хочется? Дубликаты у меня есть. Возможно, из этих дубликатов у меня появится инсектоид самый, ну, без какого-либо улучшения. То есть, когда у вас стоит 2 инсектоида, то вы получаете бонус просто, ну вот, самой дорогого
Короче, у вас есть дубликат, да? Если умирает эта фигура дубликат, то у вас возродится инсектоид, равный самой дорогой цены продажи из ваших инсектоидов в целом, то есть из наследников инсектоида, то есть которые выжившие на столе. То есть, соответственно, там за 4 монетки фигура продается, соответственно, вам фиолетовая фигура должна упасть. А когда вы собираете второго уровня синергию инсектоидов, то вы получаете +1, +2 цены продажи. То есть это, скорее всего, в тройку фигуры будет появляться. Ну, я думаю, тут понятно, как бы, и довольно доступно объяснил. Если кому-то что-то непонятно, напишите в комментариях, я постараюсь объяснить получше. Спасибо. Ко мне не зашел бог рандома, и у меня есть синергия инсектоидов. Мне даже темпларка пришла. Боже, чтоб не всегда приходило на 8 уровне столько легендара, как мне упало в этой катке. Ей-богу. Эти предметы мне не нужны. Не, ну это мед. Вот это мед. Вот это я понимаю усиление. Кстати, если что, неважно, какие у вас будут дубликаты. Главное, чтобы у вас была синергия 4 инсектоидов. Я, кстати, буду искать сердце, потому что... Спасибо. Спасибо. Я буду искать сердце, потому что у меня есть АМ. И вот у меня сейчас АМ стоит 6 монет. Теперь, когда мои дубликаты будут умирать, у меня будет появляться наследник инсектоида от стоимости АМ, если он, соответственно, остается живой. То есть он 6 монет на продажу. И если умрет, допустим, вот этот жрец, нежить, то у меня выпадет фигура +1, +2 от стоимости продажи этого АМа. Прикольно? В принципе, да. Но это тоже рандомно. Вот давайте посмотрим на эту рулетку. Эта рулетка на самом деле жестче, чем шаманы, как по мне. Хотя на шаманах даже стабильнее играть, нежели этой рулеткой. Я АМом сейчас играю, понимаете? Я не играю сейчас инсектоидами, я играю АМом. АМ имба. О. АМ красава. Не, ну такие подгоны мне нужны. Может, у меня АМ в тройку соберется в этой каточке, а? Еще горло что-то побаливает. Наверное, это из-за того, что я пытаюсь подряд снять... Короче, чтобы вы понимали, инсектоидов я снимаю сейчас подряд, наверное, раз... Третий или четвертый. По-моему, четвертый. Да, наверное, это из-за того, что я 4 раза подряд пытаюсь снять инсектоидов, и я делаю это все время на записи, соответственно, у меня голос немножечко уже просел. Вот, скорее всего, из-за этого он так и звучит. У меня, конечно, 43 хп, это вообще слезы. Придет ко мне зверь, он же мне насумонит на все лицо. Но я надеюсь, хотя бы мой АМ в двойку сможет забрать там половину стола вражеского из суммонеров. Кстати, 11 инсектоид у меня лишний. Когда придет орк-жрец, я бы хотел поставить их двоих. Все-таки это дубликаты. Короче, ребят, как я уже сказал ранее в начале ролика, то от вас я жду, скажем так, объективные комментарии насчет того, как я неправильно сыграл на инсектоидов, что лучше бы сделать и тому подобное. То есть, и что, естественно, вы думаете по поводу инсектоидов. То есть, от вас я жду полноценный фидбэк. Вот, кстати, самая полезная фигура сейчас упала, это змейка. Змейка в тройку, вот это самая полезная фигура. Это без дропов, она самая полезная. Во-первых, суммонит 2 змейки, во-вторых, много урона, в-третьих, имеет магическое сопротивление. То есть, эта фигура самая топовая из всех инсектоидов, как по мне. Вот, как в начале ролика я уже сказал, вы напишите мне, где мои ошибки в игре на инсектоидах. И серьезно, мне нужен этот фидбэк, потому что я уже столько раз записывал этих инсектоидов, я понимаю, как на них играть. Но я также понимаю, что это слабая синергия. То есть, ну не то, что она супер сильная только тогда, когда у вас есть цветы, причем и легендарка, и обычный, и мипарь в тройку ранний. Если мипарь в тройку ранний, то все шикарно, все прекрасно. Но если мипарь в тройку не ранний, то все, GG. А еще вам нужно одно либо два сердца. Вот и все, как бы. Больше вам и не надо. Мне, кстати, МКБ здесь надо, потому что у меня тут противник эльф, я по нему просто не попадаю. А из-за того, что тут еще тренд этот имбалансный, он все выхиливает. Ну вот вам, ребят. Все. Мне ни разу еще АМ не упал в тройку. Ни разу. Мне упало Никс, мне упал Змей. Все. Бесит дико. Реально дико бесит. Ого. Не, серьезно говорю, тут какая-то подкрутка в этой катке. Но я думаю, недолго осталось этой подкрутки. Совершенно недолго.
Так, змей пришел, отлично. И лундрит еще пришел, кстати. Лундрит мне не нужен. Ну, скорпиончика я еще возьму. Надо расстановку поменять немного. Ну, вот смотрите, у меня сейчас есть 3 дубликата на столе. АМ в единицу. Вот он сдох, змейка появилась. Змейка полезна, хорошо. Но где АМ мой в тройку? Вот, видите, Бурда сейчас появилась в тройку, и у нее есть мана. Бред полный. То есть, этот баг я не знаю, когда пофиксят. О, ничего себе, я винстрик сбил чуваку. Замечательно. Я за Инчу, кстати, совершенно забыл. Если бы сейчас Фура не пришел, я бы за Инчу даже не вспомнил. И вот, смотрите, я сейчас ставлю вот этого Варлока. Как надоел этот нос. Ух ты, боже. Не знаю. Ставлю, наверное, так. В принципе, Никса можно было бы продать. Ой, там Нерицу уже с Некромиконом. Еще и Винстрих 5. Я надеюсь, он ко мне не придет. Если он ко мне придет, он уже меня взорвет. В действительности, без рофов он меня взорвет. Он насумонит столько зверей, столько всего, что... GG. Ну вот опять, вот Никс. Не знаю почему, но... Что в чатик Телеграма мне писали, что так, но почему-то, когда ты играешь через инсектоидов, то зачастую тебе попадается именно Никс с дубликатов. С чем связано, я в душе не знаю. Но мне им как-то прет хорошо. О, так, сюда. У меня есть 2 эма. Я, наверное, 2 эмов сейчас поставлю. Я сейчас продам, наверное, Никс. Или поставить Никса. Нет, ну Никс вообще не нужен мне. Никс. Ну, конечно... О, бусы. Так, бусы мне нужны. Как-никак это отхил. И сейчас я хпшку вот эту скипну. Мне палка на скорость атаки нужна. Вот так вот. Нужен ли мне Никс? На самом деле нет. У меня есть фиолетовая фигура, дорогостоящая. Есть даже 2 звездочных фигуры. Мне бы орк-жрец, если пришел бы дубликат. Вот мне бы 2 орка-жреца, один в единицу, один в двойку. Было бы замечательно, но как-то пока все грустно. Так, бог-рыцарь. Ну, из-за того, что у меня есть АМ, я сейчас этого бога-рыцаря испепелю. Беспощадно вынесу. Без шансов. О, кстати, АМ в двойку появился. А чё в двойку? А АМ в тройку даже появился. Вот теперь контент пошел. Все, минус бог этот. Бог, как его там, бог-рыцарь. О, наныл. Кого оставить? Я, наверное, вместо Бруды поставлю. Ого. Так, ну а Эма я по-любому буду брать. Походу у меня получится. Нет, не буду говорить, потому что если я скажу, что случится, этого не случится. Поэтому я не буду это говорить. Не буду от слова совсем. Так, у меня всего лишь 2 дубликата есть. Орка жреца нет, то... Вот если Варлок у меня был, еще один, было бы замечательно. Хотя на самом деле я просто могу в него сердце закинуть. Да ну, АМ в двойку прекрасно справляется в инсектоидах. АМ сейчас, наверное, куда ни всунь, справится идеально. Ну, минус 25, благодаря тому, что змейка в троечку появилась. Минус 25 молодому прописал. Мне не хватает одного эма, либо одно яйцо. Но тут есть зверь, поэтому, скорее всего, сейчас игра закончится. Знаете, вот я сейчас сказал, как назло он ко мне придет. Как назло, я прям чувствую. Кстати, не знаю, может все-таки поставить... Не, ну Варлок это контроль. Я не думаю, что есть смысл скипать Варлока.
Череп это круто, но у меня есть бусы. Лучше я возьму бессмертие. Все-таки бессмертие даст мне 5 секунд. Так, звери. Но пока что... Нет! 1500 кто-то мне только что нанес. Что? Ну, вон, скорпионы всякие появляются. А чё так много безоружий? Ну вот. Фух, я думал, я вылечу, на самом деле. Хотя, на самом деле, тут мало фигур было, поэтому что-то я как-то немножко сикнул. Вот, кстати, я до этого раунда, по-моему, сказал о том, что... Ух ты. Ух ты. Да не придешь ты мне, короче. Продам я тебя. Лучше вот так вот пока сделаю. Много. Не, возможно, надо попробовать третьего тира предмет найти. Но я не вытащу зверя. Я более чем уверен, что зверя я не вытащу. Еще и Хекс прилетел в АМа. О, вот теперь контент. Не, ну, раз в пару раундов АМ может выпасть. И это будет прям, ну, импакт. Изи. Сейчас я с мобами подерусь. Но сейчас, скорее всего, последний раунд будет. 31 раунд, это будет последний. То есть я сейчас с мобами поживу. Вот это контент. Вот это... Не понял. А, понял. Забыла Эма апнуть. Так, АМ 3 звезд. Это, конечно, круто, то, что у меня АМ трехзвездочный сейчас. Я бы даже сказал, замечательно. Ну вот тоже. Объективно играть на инсектоидов, как по мне, ну такая тебе. Ну, я хоть и топ-2 занял, но с какими... Короче, если бы не М, я бы топ-2 не занял. Ну, я по-любому здесь топ-2 занял. Но тут гадалки не ходи, не знаю, какой мне предмет сейчас должен упасть, чтобы я вынес этого зверя. Может быть, если БКБ упадет, то я буду как бы от контроля себя очищать, все дела, там будет все замечательно. Но как по мне, это бред какой-то. 2 М попалось. Ну да, наверное, лучше БКБ брать. Лучше, наверное, БКБ брать, потому что там и обезруш есть. Да много, на самом деле, всего есть. Я, кстати, наверное, сердце отдам в орка жреца. Эти предметы мне не нужны. АМ у меня в тройку. Ну, кераса. Ну, ладно, я рассчитывал на Мьёля. Короче, смотрите. Не, ну... Короче, я в орка жреца закинул сердце. Потому что АМ в тройку у меня есть. А не ошибка ли это будет? Да, у меня АМ в тройку стоит 8 монет сейчас на продажу. От него бы отталкивалось и появились фигуры трехзвездочные. Но тоже это было бы лютый рандом. Я хочу попробовать, чтобы мне приходил орк-жрец. Может он в тройку придет парочку штук, и тогда насумонит он кучу народа, но... Взорви! А что там, орк-жрец будет сегодня? А. Ну, ребят, вы сами все увидели. Орк-жрец не пришел. Ну, в принципе, что и стоило ожидать. Лучше бы я во время оставил это сердце и играл бы немножечко по-другому. Ну, как бы... Зато М в тройку. Я М в тройку еще в этом патче ни разу не собирал. Так что... Это первый раз, когда я собрал М в тройку. Ну, там зверь, конечно, ужасно мощный. Тут как бы даже ничего не добавишь. Тут, ну, вообще ничего не добавишь. Не знаю, ребят. Как я сказал и в течение ролика говорил, играть на инсектоидов это, как по мне, не та синергия. Только если вам идет мипа, только если вам приходит легендарная цветка. Вот в таких условиях
я думаю, можно играть через инсектоид. Но есть синергии намного приятнее. От вас я все-таки жду в комментариях, в чем я ошибся, как лучше бы было поступить, как лучше сыграть через инсектоидов. В чате Телеграма мне кидали скрины сборок через инсектоидов, но тоже не факт, что вам упадет нужный инсектоид, когда умрет дубликат. Понимаете? Там рандом. То есть рандом. Чем больше сердец вы накинете, тем больше, естественно, разброс рандома. Единственный момент, который нужно учитывать, что от самой дорогой фигуры вы получите бонус +1, +2 монетки от цены продажи. То есть АМ стоит 8 монет на продажу, да, в тройку. Закинули ему сердце, умирает дубликат, будет отталкиваться от его цены продажи. То есть +1, +2 монетки. То есть будет у вас фигура в 3-звездочной появляться в основном, потому что он стоит 8 монет, и дороже вы уже не найдете. Как по мне, слишком рандомная тема. Особенно, когда у вас нет никаких предметов. Может быть, через цвет это намного играбельнее, но тоже. Вы сами видели, мне Мипа пришел, наверное, раза 4 за всю игру. То есть за все 30 плюс раундов мне пришел Мипа раза 4. И вот как-то так мне пришлось бы играть. То и мне в целом инсектоиды не шли нормально. Короче, вопросы я свои задал по поводу инсектоидов. Что думаете вы и тому подобное, естественно, пишите в комментариях. То есть уже как бы по традиции. Понравился ролик, не забудьте ставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мой канал. Ссылки на мой телеграм-канал закреплен в комментариях. Всем огромное спасибо еще раз за просмотр и всем удачи.